Добрейшего всем утра, дорогие друзья. Приветствуем вас. Сегодня мы втроем, товарищ генерал. Всем привет. Биг Энтони и Павел. Мы вас приветствуем на канале Рыболов Копатель. Мы отправляемся на бездонное поле. Находки там обязательно будут. Практика показывает, что они неиссякаемые. И серебро там есть уж точно. А уж кому-кому, как не Антону, хочется его найти. Что ты скажешь, Антон? Сегодня оно будет мое. Ты думаешь, сегодня будет серебро? Одну-вторую марки сегодня подумал. Человек слова. Сказал, сделал. А у вас какой прогноз, генерал? А почему вы без кофе сегодня? Вы кофеин потребляете из газированных сладких напитков, да? Я. Все понятно. Так что вот с таким настроением мы отправляемся, друзья. Погода обещает быть жаркой. Это конец лета, это август, на носу сентябрь, и скоро дети пойдут в школу. Зачем я это сказал, пока не знаю. Но тем не менее, оставайтесь с нами, подписывайтесь. Кто еще не подписался, друзья, в эти тяжелые для ютуба времена прошу вас всех, поддержите данный канал подпиской. А уж нотку позитива мы вам забросим. Ребята, давайте вдарим комментариями, лайками пахи. Дожмем канал до 100 подписчиков. Прямо надо, давайте. Каждый должен посмотреть, поставить лайк, подписаться, написать комментарий там любой, что хотите. Про зуб мой напишите там, про Пахины монеты, которые ему надоели. Пишите. Я не в камеру, потом скажу. Буквально только зашел, сразу же сигнал и находка. Вот эти вот ножи, ими буквально усеяны все поля. Буквально усеяны. Раскладные ножи из Восточной Пруссии. Я не знаю, что их на удачу, что ли, кидали. Ну просто вот каждый коп практически, наряду с пфенигами и пуговицами, попадается вот по такому ножику. В прошлый раз мы были, трактор ездил с такой царапалкой, приглаживал стерню, но так еще и не перевернули поле. Пойдем вот туда, к деревьям, к большим, там мельница была. Вот мы с вами, синяя стрелочка смотрит в сторону мельницы. И сейчас вот через дом как раз пойдем, через дом и к мельнице. Уж и птицы собираются на юг. А у меня огромный сигнал был, друзья. Я еще не вытащил, но что-то такие ощущения, что это гиря, наверное, будет. Точно. Ай-яй-яй, какая ты красавица. А весишь ты сколько? Это ж тебя сейчас в рюкзак надо класть. Батюшки мои. Ах ты ж ёшкин крот. Вот они килограммы. Килограммы. 5, наверное. Да. Пятерка, друзья. Просто сейчас 5 на душу возьму. И все. Ну а как не взять такую прелесть? Нормалды. Вот вам номенклатуру показать. Пятерка. И тут еще вон пломбы стоят. Поверки. Балансировка. Ёшкин кот. Какая ж ты красивая. Какая ж ты тяжелая. Ладненько. Положу сейчас в рюкзачок. Будешь мне по спине стучать, чтобы нелегко ходилось. Вода уходит. Железо приходит, друзья. Сейчас генерал прислал фотку в мессенджере. Короче, что-то интересное откопал. И Антон звонил, тоже откопал Монтану. Так что позже с ними встретимся. Смотрите далее. Обязательно покажу, что они нашли. И сейчас у меня тоже сигнал вот тут хороший. Чудо из чудес, друзья. Срабатывает сигнал и вылетает, смотрите, что. Пирамидон. Das ist Пирамидон. Вот такая крышечка алюминиевая, она и давала сигнал.
Пузырек с лекарством. Может и глюкогены какие-то, непонятно. Как же в нашем деле, друзья, без яблок? Как же здесь без яблок быть? Ох, какие медовые. Налились. Красота. Шик. Белый налив, только медовый. Ну, можно и не брать с собой. Летом просто вода, сливы, алыча, яблоки. Класс. Такая пломба крупная попалась. СТ Албанс. Доктора Албана и 1С бухгалтерия компании. Прошу обратить внимание, скоро данная пломба на Авито, если заинтересует. Вот я добрался наконец-то до товарища генерала. Здесь на возвышенности дует ветер. Как всегда, задувает микрофон моего смартфона, поэтому звук накладываю уже находясь дома. И товарищ генерал хвастается этим жетоном или настольной медалью. Возможно, и французские дела. К сожалению, с другой стороны, рельеф сильно затерт, зализан. Прочитать не удалось. Ну а здесь вы видите, что изображено. Кто находил похожую, может быть, кто-то имеет в коллекции, пишите по данной находке ваши комментарии. Любой информации будем признательны. Серебряную монтанку Антона пока что показать не могу, потому что он вне поля нашей видимости. Куда-то ушуршал. Трактор приехал, поливают. Короче говоря, и будут переворачивать поле. Дисковать, потом боронить, а потом сеять, походу. Заяц. Ну вот и еще одна единица техники показалась на поле. Как раз под мою находку. Вот такая вот 1 копейка. Причем с отверстием. Возможно, носили как медальон. Ну или играли с помощью нее в какую-нибудь игру. На удивление, довольно-таки много попадается здесь. Ну, если в общем брать, то уже, наверное, 5-я российская монета на этом поле. Генерала интереснейшая находка. Смотрите. Даже орел. Офигеть. Цинковый, огромный. Ну, это Первая мировая война, явно. Если с утра мы летали по полю и ходилось достаточно комфортно, то уже ближе к обеду, когда солнце поднялось выше, начинают ощущаться те самые 30 градусов. Так, а что здесь у нас? Вау! А здесь у нас табличка, друзья. Теперь как-то ее надо выпрямить, не поломав. Что написано, интересно? В гармошку она. Краска еще осталась даже. Видите, куда-то прибита была.
ладно, это нагревать, скорее всего, надо. И то шансов мало, наверное, на выравнивание. Пишите в комменты, друзья, как можно выпрямить алюминий. Тут имя написано, друзья. Петр и фамилия, наверное. Опа, интересно. Жил здесь, наверное. А может и мельником был. Ничего подсказывать не надо, я уже в полевых условиях ее выпрямил. Питер Халлер. Чудеса, да и только, друзья. Чудеса, да и только. Водой полил сверху. Интересная вещица. Очередная монета. Ребят, тут, по-моему, солдатик вылетел. Смотрите, какой, почти целый. Почти целый. Сейчас почистим и поглядим с вами. Француз, не француз, кто он. А вы посмотрите на него. Батюшки мои. Дядя-то какой, а? И размер такой не маленький. Немецкие дети играли. Ну что, идем серебро искать. За этой канавой идет дорога. Помните, я ходил, где попадались монеты разных государств, Италия в том числе. И сейчас решил пройти вдоль дороги, но только со стороны поля. Хотел найти серебро, как говорится, распишитесь, получите. Серебро, да не то серебро, которое мы ищем с вами. В очередной раз какой-то обломочек небольшой. Я бы не сказал, что это от вилки или ложки. Также и не сказал бы, что это от кольца или перстня. Просто какой-то небольшой фрагмент. Уже по сложившейся традиции на данном поле пфениги следуют с завидным постоянством. Вот и эта алюминиевая 50-ка. Очередной раз тому подтверждение. Я думаю, что она уже открыла счет второму десятку монет, выкопанных сегодня мной. Но, к сожалению, интересного из монет ничего не было. Пфениги зеленые, пфениги желтые с колосьями и алюминиевые. Все, в принципе, как обычно. Какая-то накладка, бывшая в позолоте, попалась. Что-то украшало некогда. Цветочки, вон, видите. Идем. Ребят, дальше. Наконечник выпал, блин, от стрелы великана. Посмотрите. Вес около 15 килограммов. Трындец. Парни звонили сейчас, они возле машины, уже очень жарко, друзья, время к обеду. Я зашел еще яблок перекусить, буду двигаться до машины, путь не близкий, у меня, надеюсь, еще находки будут. Руку обстерню, блин, обцарапал, как кошки на поле. Коршун красный подлетал, блин, зацепил. Очень жарко, друзья, это просто жесть.
30-ка накрывает. Ребята уже под кондиционером сидят, ждут. У меня только дело подошло к серебру. Антон уже генерала забрал. Уже подъехали. А у нас холодно, кричит. Сидят с генералом уже в машине вдвоем. Пошла выгрузка, короче. Каждый показывает вот это, вот эти пули, их не берем. А это что такое? Проедет? Что это такое, генерал? Оплавыш какой-то. Пуговица кёнигсбергская опять. Как я в прошлый раз выкапывал. Ну это крутилка. Тоже крутилка, да? Да. Тут еврейская звезда. Да вы шо? Я. Вот дела. А где медаль ваша? Самое главное. Солдатика. Медаль-то, медаль где положено лежит. Антон говорит 1700. Я думал 1800. О, смотрю, уже это облизывали. Уже другая стала. Ну, конечно, облизывали. Во рту держали полосками. Ну что-то французика какая-то, мне кажется. Держите. Теперь переходим к Антону. У Антона сегодня счастье. Я же говорил, монета будет серебряная. Ну вот это тоже серебро, Антон. Да. Кусочек такой. Тоже облизанная, вижу сразу же. Монтанка. Оп. Тоже, по-моему. Не, это посеребрение, Антон. Какая-то я смотрел, ну пуговица, нифига не пуговица, видишь, по контуру. Пуговица. Это пуговица. Смотри, надпись. Да я знаю, это пуговица, Антон. Я тебе 200% даю. Да. Вот это странно. Обратная сторона немножко поблескивает. Видишь? Ну это не серебро, генерал, не надейтесь, к Естественно. сожалению. Естественно, не серебро. Молодец, Антон. Наконец-то монета серебряная. Ну, красивая штучка. Ой, Germany написано. Угу. О, что за шарик? С номером. Это бубенчик. Бубенчик. Вот, Антон, вот у тебя самая хорошая находка сегодня. Да? Бубенчик, да. Конский. Мусора. Его надо Вымыть. вытряхнуть, и там будет горошина звенеть. Это не от курительной трубки? О, я же говорю, видишь, как здорово. Вот, Антон, вот это вот дело. No. Вы не расстраивайтесь, друзья. Мы тоже расстраиваться не будем. Потому что генерал сказал, сейчас мы поедем, есть поселок Каштаново здесь. Там цветут каштаны, уже отцвели давным-давно. И там валяется под деревьями куча каштанов. Генерал сказал, 2-3 съест. Правильно я говорю? Да, без проблем. А что было дальше, об этом история умалчивает. Всем пока.